Всем привет! Мы в Рио-де-Жанейро на знаменитом пляже Копакабана. Мы идем в Атлантический океан. Я не могу поверить, что нахожусь здесь. Я впервые в жизни на океане. Это Атлантический океан, он такой холодный. Песок вообще просто сказка. Я не знаю, с чем сравнить. Как будто сахарная пудра или мелкая-мелкая манная крупа. На пляже Копакабана. Говорили, что здесь очень опасно, нельзя оставлять вещи без присмотра. Но мы пошли купаться вместе, так как не выдержали, и вроде бы вещи на месте. Подходят торговцы, предлагают кукурузу, напитки, воду, очки. В общем, просто супермаркет такой ходячий. Но так еще предлагают наркотики. Мы говорим, не понимаем. Он пришел прямо из кармана, показал пакетик и мы сказали, не надо. Вот так. Ну, вроде бы не вижу, чтобы у кого-то что-то ограбили, что-то забрали. Все типа спокойно. Это знаменитая мозаика. Вот здесь выход на пляж Копакабана. А вот здесь мы живем. Кажется, второе здание. Сегодня воскресенье, мы вышли прогуляться по пляжу Копакабана, по набережной. По воскресеньям часть автомобильной дороги становится пешеходной или используется как велодорожка, поэтому люди гуляют. На набережной Копакабаны вот такая интересная брусчатка, отличительная ее черта. Сегодня у нас в планах прогулка по старому городу, по центру точнее. Мы зашли перекусить в ресторан. У меня фалафель, арабская кухня. Обед был супер невкусный. Туда, кажется, забыли положить и соль, и сахар, и вообще по ощущению, кого-то бумаги съел. И дорого получилось, где-то $17 на двоих, но за такой обед жалко и вообще всего. А когда плохо поел, то и настроение уже такое, что ничего не радует. Мы находимся в метро Рио-де-Жанейро, здесь нет кассира, нужно только покупать самостоятельно за кэш у нас в нашем случае.
метро Рио-де-Жанейро есть специальные вагоны для женщин. Вот так они отмечены. Если стоять у этой полосы, то здесь остановится женский вагон. Это мы зашли в дворец юстиции. Здесь вход свободный, нужно только предоставить QR-код о вакцинации. Вот, можно посмотреть на шикарный зал суда. Я впервые в зале суда, еще и в таком красивом. А здесь сидят зрители. Такие стулья прям с двойными подушечками. Видимо, рассчитаны на длительные заседания. Это зал ожидания. Даже здесь такая красивая люстра и потолок. Сейчас пока здание на реконструкции, но говорят, через неделю уже все открывается полностью, выставка. А это Национальная библиотека. И красавец муниципальный театр. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Здесь проходит фотосессия. Такой прикид интересный. Ну, само здание закрыто сейчас для посещения, но вообще я знаю, что туда можно пройти в какое-то время. С этой стороны тоже какое-то здание, но, судя по всему, оно функционирует, работает как обычное здание, не как музей. Здесь огромное здание банку до Бразил. И вот следующее здание — это театр. Мы подошли к зданию кафедрального собора. Он здесь очень необычной формы, непривычной. Сейчас посмотрим, что внутри. Это памятник бездомным. Ну вот надпись гласит, что это бездомный Иисус. В 1980 году в Рио-де-Жанейро переехал художник по имени Селарон. Он поселился в простом районе, в доме на лестнице, и решил превратить эту лестницу в произведение искусства. С 1990 года он рисовал картинки, на которых всегда изображались беременные женщины или он сам, тоже беременный. Он продавал эти картинки, а на вырученные деньги покупал плитку и укладывал ее. Со временем туристы со всего мира стали привозить ему плитку, которая также шла в дело. Постепенно лестница стала достопримечательностью, а сам Селарон – знаменитостью. Сверху лестница выглядит абсолютно обычной. На протяжении 23 лет художник продолжал свое дело. Его можно было встретить на этой лестнице с утра до ночи. Говорят, Селарон был общительным и веселым человеком.
Свой труд он посвятил любимому городу Рио-де-Жанейро и говорил, что закончит трудиться только в день своей смерти. Так и случилось. 10 января 2013 года он был найден мертвым на ступенях своей лестницы. По официальной версии это было самоубийство. Да, если спускаться, то ничего не видно, обычная лестница. Ой, надо же, это ванны старые. Здесь вот заброшенное здание. Вот так один человек начал отделывать плиточками разными свою лестницу. Там, где он жил, точнее, лестницу своей улицы. Потом ему начали привозить эти плиточки еще другие люди. И вот получилась такая замечательная достопримечательность. Это очередь, все вежливо стоят, ждут, чтобы сфотографироваться. Здесь вот разные плиточки, а кто-то приволок сюда прям целый кирпич. А вот этот человек, который начал собирать эту лестницу. Мы зашли перекусить в Макдональдсе. Я не знаю, видели ли вы, но я впервые вижу такой грязный Макдональдс. Вот эти подносы здесь стоят все время, что мы здесь находимся. Пришли работники, наконец-то, наверное, будут чистить. Дальше картошка, мусорки переполнены. Нет, работники пришли не убирать, они несколько раз прошли туда-обратно, прям ходят по этой рассыпанной картошке, но никому она не мешает. Вот неспроста, видимо, Макдональдс такой пустой. Сегодня мы отправляемся на статую Христа Искупителя. Был план проснуться, выйти пораньше, чтобы застать меньше людей. Но план успешно провалился. Сейчас вот уже 10:30, и мы только вышли, ждем такси. Вот и наш Uber подъехал. Кажется, у местных таксистов есть неписанное правило не включать кондиционер ни при каких обстоятельствах. Hello, I need the tickets, please. Мы купили билеты на старинный трамвай. Стоит 20 реалов. До отправления поезда 20 минут нужно подождать. Мне понравилось, как они сделали, что вот эту вот часть можно оставить как открыточку на память. Вот мы заходим на посадку. Вот сам трамвайчик. Залезать сюда не так-то просто. Мы напились как селедки в бочке. Со скрипом отправляемся. Недолго длился наш путь. Что-то водитель остановился, вышел и пошел искать что-то под мостом. Может, что-то переехали или что-то потеряли. Оказывается, девушка что-то выронила спереди, и водитель остановился, пошел, поднял и вернул этой девушке. Доехали до конечной остановки, и теперь все сиденья перевернулись, мы едем в обратном направлении.
закончилась наша поездка на трамвайчике. Билет стоил 20 реалов, это включено в эту стоимость туда и обратно. Ехали мы где-то час туда и обратно. Ну, первые 5 минут было очень интересно, а потом уже такое. Мы зашли поесть в торговый центр Ботафогу. Здесь просто переполненный фудкорт. И вообще мы хотели сначала в центре перекусить, но там вообще не было мест ресторана. Но здесь есть такая особенность, здесь просто шикарный вид. Сейчас посмотрю его, покажу поближе. Вот такой шикарный вид прямо с торгового центра. Это Ботафогу пляж, но здесь очень грязная вода, здесь поэтому никто не купается, только вот лодки. Это гора, Сахарная голова. Здесь прям есть место обозначено для фотографий. На статую Христа мы сегодня не попали, потому что уже очень сильно жарко стало, мы бы не выдержали там. Отправимся туда в другой день, поедем домой. Мы приехали на пляж Ипанема. Этот пляж отличается скалами своими, которые вот здесь вокруг. Выглядит все очень красиво, живописно. Он немножко меньше, чем Копакабана, но не менее живописный и интересный. Эти скалы оборудованы такими тропинками. Вокруг растут кактусы. Очень все цивилизованно. Есть мусорный бак. Вот так выглядит сам пляж. Не знаю зачем, но вот почему-то здесь нацарапывают прямо на листьях свои имена на память. Мне кажется, это очень дурной тон. Самолет рекламный. Такие скалы, аж сердце замирает. Не хотелось бы там оказаться внизу. Эти самолеты просто друг за дружкой туда-сюда летают. Странно, на Копакабане я их не видела. Может, это у них какой-то сегодня день рекламный. Но мы решили не оставаться здесь купаться, потому что здесь почему-то очень много полиции. И приезжали еще какие-то фургончики, кого-то задерживали здесь. И контингент специфичный. И вот сзади прям фавела там большая. У нас вот уже вечер в Рио, мы вышли в бар попробовать местный напиток кайпиринья. Сейчас буду пробовать впервые этот напиток. Он оказался очень крепкий. По виду похож на мохито, но он очень крепкий. Заказали еще картофель фри, просто невероятная порция размером с обычную стандартную сковородку. Мне потребовалось около часа, чтобы набить эту кайпиринью, но это вот до такого состояния, что можно танцевать всю ночь. Это было очень крепко и хорошо. Это было хорошо.
самого начала пляжа Копакабана. Вот это рыбацкая тропа. Сюда приходят рыболовы с удочками прям на ночь. Мы сейчас видели с оборудованием своим. И вот это прекрасно подсвеченный тот самый легендарный пляж Копакабана. Как видите, здесь и ночью не умолкают, не стихают страсти. Все гуляют, веселятся, радуются. Немножко пройдемся по вечерней Копакабане. Народ гуляет. Сейчас трактор вывозит мусор отсюда, и я просто в шоке, сколько мусора вывозит с пляжа. Здесь продолжают играть пляжный волейбол. Это, похоже, бар на колесах. Круто, как ездит так с открытой крышей по городу. Но он, кажется, просто стоит. Здесь много баров и кафе с живой музыкой. На этой Копакабане гуляют и старый, млад, вообще люди всех возрастов. С детьми, без детей, с собаками, и просто сами. Короче, здесь очень круто. Мы приехали в парк, сегодня воскресенье, сейчас попытаемся найти капибар, ну и просто погулять. Сегодня было в планах подняться на статую Христа Искупителя, но такие облака сильные, кажется, нет в этом смысла сегодня. Пока капибар не нашли, но вот такие предупреждающие таблички. Осторожно, капибара. Пойдем искать. Здесь предлагают вертолетные экскурсии к статуе. Цена вот 10 раз по 64, ну получается 640 реалов. Мне кажется, вот здесь будет вертолетная площадка, откуда отправляются. И облака разошлись. Христос появился. Может быть, нам и получится туда подняться. Вот и вертолет. В прошлый раз видели здесь капибар, на этом месте, но сегодня их здесь нет. Только уточки. Печально. Покупаем билеты на статую. 211 реалов. Здесь будет посадка на вагончике. Флаги. Приехал наш фуникулер, который повезет нас наверх. Так выглядит вагончик изнутри. Снова ждем отправления вагончика, уже закрываются двери. Сейчас поедем на главную достопримечательность Рио-де-Жанейро.
Такой классный вид. Поднимаемся наверх. Чуть-чуть осталось. Qualquer coisa aproxima assim, Такой вид на город. Просто красота. Устанавливают прожектора. Скоро, скорее всего, включат подсветку. Мы сейчас поднялись сюда с этого озера, получается, мы там гуляли. Такое огромное оно оказалось. Тут что-то празднуют. Включают разноцветную подсветочку. Подняться сюда стоило $20 на человека. Для местных эта цена в 2 раза дешевле. Это сюда включено и подъем, и спуск на вот этом трамвайчике. И хочу сказать по поводу преступности. Цифры не врут. Рио действительно опасный город, но мы в плохие ситуации не попадали, и я не видела, чтобы у кого-то что-то воровали или что-то подобное происходило. И также мы оставляли рюкзак, вещи на пляже, и их никто не трогал, никто не брал. Вот. Но это не руководство к действию, поэтому кто-то попадается в плохие ситуации, а кто-то нет. У нас все было хорошо. Ну и я с вами прощаюсь до следующего города. Небольшой обзор на наши апартаменты. Маленькая кухонька, но главное, что есть стиральная машина и очень классный фильтр для воды. Санузел. Вода нагревается вот здесь, прямо в душе горячая. Вообще квартира очень классная, за исключением одного минуса, что здесь были тараканы. Да, они и сейчас есть. Приехал хозяин квартиры, помог нам только тем, что привез спрей от тараканов. И все. Это наши жилые апартаменты. Шкаф. И такой вид на соседние дома. Здание старое, на каждом этаже есть почтовые ящики. Вот такая лестница вниз.